Всем привет, дорогие друзья, с вами канал АСМР-ощущения, и это вторая часть летсплея замечательной игры The Beginner's Guide. Итак, мы продолжим точно с того места, где остановились, а это у нас глава 10, поэтому все это дело. Итак, какой будет игра? Я помню, мне в первый раз вот эта штука очень понравилась. Очень атмосферно. На мой взгляд, лично атмосферно. Это очень круто. Домик. Странно, что человек как бы, получается, выходит из какого-то из бункера, а здесь дом, здесь какое-то спокойствие. Пусто в голове. Боялась, что мне придется прибираться во всем доме, прибираться во всем доме в одиночку. Это было бы просто ужасно. Известный вид, что если ты один, то и дом запущен. Да. Так, не волнуйся, в таком милом месте сразу чувствовалось на всю ночь. А если дом запущен, то так одна и останешься. Нам нужно везде навести порядок. Нам нужно везде навести этот порядок. Именно так, милая. Милая у меня зовут милый. Нормально. Прибрать посуду со стола. Clear the table. Вот, пожалуйста. Все, один клик. И все здорово. Может, пойти в спальню и застелить там постель. Да я могу. Главное, реально здорово выглядит все. Вот это очень атмосферно. Я бы тут пожил. Так вот, чтобы у меня были стеклянные эти. Только если ночью кто-нибудь вот так вот будете лежать, и здесь кто-нибудь встанет, то все, я наложу штаны моментально вообще. Коврик на полу там. Пожалуйста, коврик в порядке, все. Супер. Тебе нравится быть домработницей? Тебе нравится быть домработницей? Ну, мне это не настолько нравится, но как хотелось бы, когда я работаю, чувствую какой-то покой. Где-то здесь в глубине груди. Похоже, ничем другим мою душу не успокоить, и это, я думаю, самое важное. Впрочем, важно только это опрятный диван. Не разложишь подушки по ковру. Да, конечно, разложу. Какие проблемы? Вообще никаких проблем нет. Все, пошли, подушка раскладывать нафиг. Они где вообще? Вот они. Я не туда пошел. Кто-то прокинул стакан у дивана. Посмотри, там, пожалуйста, Боже, кто-то прокинул стакан у дивана. Посмотри. Протри там, а не посмотри. Протри. Clean this spill. Все. Мне очень не хочется поделиться одной ужасной глупой мыслью. Ты не против? Почему нет? Давай. Жги. Нет, она и правда глупая, ладно. Не так важно. Ой, там же гора немытой посуды, не займешься этим. Конечно, займусь. Wash the dishes. Пока не забыл, неплохо бы отмыть ванну. Пожалуйста, почисти ее хорошенько. Где ванна там? Вот ванна, стоп, а что ванна? Прям заходишь и все. Неплохо. Нормально, мне нравится. Теперь нужно расставить книжки. Обожаю расставлять книжки. Что у нас есть сегодня почитать?
Опять что ли? Уборка в доме дело непростое. Как ты только справляешься, дорогуша, позволь кое-что объяснить. Легко или трудно навести порядок в доме зависит только от тебя. Что делать, не поддачу себе всей этой ерундой. Давайте лучше разбудишь коврик в спальне. Нет, ну здесь чувствуется прям спокойствие, что человек наводит. Наверное, символ того, что человек наводит порядок в своей жизни. Поэтому я считаю, как и не помню, кто сказал из великих, что уборка — это отличное средство против депрессии. Вот я согласен. Я, например, люблю убираться, когда вот как-то я груженный или мне грустно или еще что-то. Вот мне действительно это помогает. Рекомендую. Так, сейчас мы все заново делаем. Да, я помню про мысли. Я хотел сказать, что потом вдруг видит дом. Человек очень похож на его душу. Ты хочешь за ним, он заботится о тебе. Не знаю, мне почему-то неловко это все говорить. Я понимаю, говорить это первому встречному, правда, очень странно. Ладно, и так уборка. Нам не стоит отвлекаться. Книги нужно привести в порядок книжные полки. Спасибо. Не за что. Пойдем опять книжки раскладываем. Так, вот они у нас. Так. Я все сделал. Я все сделал. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Получается, что вот нам было комфортно, все дела, и ну, чтобы двигаться дальше из этого комфорта, надо рано или поздно выходить. Я так это понимаю все. И окна еще. Эти стены, окна тоже пропали нафиг. Ладно, пойдем. Все, заходим. Вот он, наш фонарь. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. Интересное кино. I really thought that was the point of it. Любимые вещи со скидкой для своих. Почему вы сегодня пришли сюда? Чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Чтобы найти работу получше. Чтобы ваши отношения наполнились большим смыслом. Нет. Вы пришли сюда, чтобы стать совершенством. И на этом семинаре вы узнаете, как стать совершенством. Я хочу, чтобы ваши друзья, чтобы все, кого вы знаете, смотрели на вас и думали: ух ты, этот человек лучше, чем я сейчас в каком-нибудь из своих знакомых. Так думаете? Знаете ли вы кого-нибудь столь совершенного, что рядом с ним презираете себя, рядом с которым чувствуете себя никчемным, эгоистичными, неблагодарными? Я собираюсь сделать из вас такого совершенного человека. Совершенство тут, совсем рядом. И вопрос даже не в том, как его достичь, а в том, как достичь его без усилий. Это легко. Это так легко. Это очень легко. Совершенство не требует усилий.
очень красиво, очень пугающе. Suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. Так, у нас получается следующая история. У нас есть то, что он говорит, и есть то, что он думает. Здесь явно он пережил какой-то кризис любовный, и вот у него вся эта вещь и случилась. Если вы мучаете себя в попытках найти верное решение своей жизненной проблемы, значит делаете все неправильно. И, блин, вот эта штука очень красивая. Мне очень нравится. От нее никуда не деться, никуда не убежать. Истины нет и нет никакого пути. Делайте то, что легче, делайте, что... Бегите, идиоты, спасайтесь. I fell pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you can have. To assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way, and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Сильно. Так, ковер прикольный. This one took Как a в lot Sims. longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. Сцена. That's twice as long as it took him to make Это я any other люблю. game before this. And it's not like it's particularly complex. So I remember I found that a little strange at the time. А вот она сцена. Ой-ой. Очень прикольно. Так. Я ж опешил. Я надеюсь, вы прочитаете, что написано. Попробуем к ней обратиться. Какой тут диалог? Вот все мои надежды и мечты. Нет, 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 это совсем не то, что я сейчас сказал. Совершенно чувствуешь тотальность беседы, тональность. Не был скован, но знал, чего хочу. Я был уверен в себе, не знаю почему. Это было не только, но чувствовал уверенность в себе. Возможно, тебе лучше почувствовать атмосферу. Вокруг нас очень много людей. Окунулся как люди, которые отталкивают, если к ним прикоснуться. Должно быть много трудился, то что значит достичь. Ты снова все портишь. От этого зависело все. Хочу кое-что попробуйте в глубину сцены. Фонарь на месте. Это пугает. Так, решетки пошли. Ёлки-палки. The game ends with this eerie premonition of what's going to happen next in Coda's life. The solution to social anxiety, to fears of having to perform and having to chase success, the answer for Coda is to withdraw, to hide himself away. Which is what leads to scenarios like the stairs that slowed you down several games ago, where it just becomes harder and harder to access Coda's inner landscape because he keeps retreating.
He just keeps backing away from possible connections to anyone other than himself. And to be honest, I didn't consider it very healthy when I first played this game. You know, it looked to me like he was trying to justify the idea of just disconnecting yourself from the world. And that wasn't what I wanted for him or for his games. Because I feel like a lot of his games are inviting me to connect with this person, to bring him closer. Сильная штука. After this, Koda went off and took another 5 months to make a new game. Дорожная лента Мёбиуса. В этой игру следует играть с закрытыми глазами. Нажми, чтобы начать игру. И помогите, я слеп. У нас дверь летит. У нас дверь летит, ребята. Пока все помогите, я слеп. Скажите что-нибудь. Вы можете помочь мне это исправить. Слепые, все слепые. Дверь на нас. Ай. Ой-ой-ой-ой-ой. И так каждый раз, что ли, будет? Вон наверху какой черт. Как мне к нему попасть? It's pretty much impossible to solve otherwise. And there is a solution, by the way. Так, вот она истина. Дверь нас летит. Меня переполняет энергия творчества. Нет, это не было правды. Сейчас дверь опять. Ай, дверь. Что творится? Быстрее туда. Быстрее к этому, к истине. Давай, говори мне текст. Давай, друг. Так, я, видимо, неправильный вариант ответа, что ли? Выбираю. Опять дверь сейчас у нас шлепнется. Здрасте, приехали. Ой-ой-ой. Бегу. Здравствуйте. Давай быстрей. Я просто не могу остановиться. Да, именно так, это правда. Дверь остановилась. Like I said, I was getting concerned. First off, he's never been this explicit in his work about exactly what he's thinking. So, where's that coming from? But then even weirder, his work has potentially stopped being an outlet for him. Not like he's having trouble iterating on ideas, but he literally just can't think of new ideas anymore. And in person, he was being a lot more distant than usual. Like, you know how sometimes a person will just deflect anything that you say in order to keep themselves disconnected all the time? It was that kind of thing. Here was the point in my relationship with Koda where I really started to wonder if he needed my help in some way. Так. У меня кончились идеи. Продолжай, говори же. Я думал, что это будет легко. То есть мы говорим правду самому себе, получается. Не одиноко. С нами все будет хорошо. Пау. Чики-пау-пау, чики-пау-пау. His games are going to get more desperate from here on out. After this game, it's almost 6 months before he finishes something new. Так. Откуда взялся этот островок? Так. В какой-то мы вообще отстраненный фэнтезийный мир попали.
случилось, что изменилось? Была машина, что поддерживала меня, но она остановилась. Машина. Погоди, ты ищешь машину. Думаю, я знаю, где она. Машина. Чего? Машина, иди, что ли? Можно, наверное, шлепнусь. Отведи меня к ней. If the last game featured Coda talking explicitly about his creative frustrations, this one turns it up to 11. Now, put yourself in my shoes playing this. Here's a friend whose work is exhibiting signs of struggle, frustration, anxiety, depression, even. And yet, still, he keeps making games. He keeps throwing himself into the grinder even when he clearly doesn't have the energy for it anymore. Why? What is it for? Чё ты не работаешь? From my perspective at the time, and just what I knew of him, this was a result of how isolated he was. He was in his own little bubble, just sitting at his computer all day, not really showing these games to Так, anyone, сначала нужно открыть not дверь. releasing them onto the Всё internet, правильно. and so he didn't have anyone outside of himself to connect with. He had no outlet to ground himself on. You can't talk yourself out of loneliness. It doesn't work that way. You can't be the one writing both the questions and the answers. Then there's no movement. Then there's no circulation. If all of your anxieties are being channeled into your work, then if the work ever fails, you have no backup and you're just going to crash. Сильно. Все вот это, конечно. Так, ну и... Так, выйти я не могу. Что надо делать? Говорить надо. Я даже и в прострацию выпал. Seeing this game at the time that he made it, it looked really unhealthy to me. I was watching him do this to himself, and I hated it. I hated seeing him so trapped. It's like video games are not worth this amount of suffering. This is someone I really cared about, and I used to get so much joy out of seeing him create. For him to suddenly become angry and frustrated like this was the worst thing for me. I don't know. This is what I felt at the time. I don't know how else to explain it. I wanted it to stop more than anything. I had never felt so rotten. I just... Вот мы нашли I путь. needed more than I had ever needed anything for this to Ёлки-палки. stop. Сейчас чуть не обосрался. But it didn't stop. After finishing it, Coda takes another 7 months and comes up with a new game. Машина. Ой, все серьезно. Так, эту часть, я думаю, мы уже до конца пройдем. Постараемся в следующий раз. Пока нужно все